В рассуждениях о плановой экономике СССР часто встречается тезис, что она хороша для мобилизации ресурсов на прорывных направлениях, например, для победы в войне, но плохо справляется с удовлетворением разнообразных потребностей простых людей, а также невосприимчива к научно-технической революции. Тезис этот является простым обобщением наблюдений. В первой половине XX века, когда стояли задачи ускоренной индустриализации, победы в войне, скоростного развития ядерной, ракетной, радиолокационной техники, чтобы предотвратить новую войну, экономика СССР демонстрировала явные успехи. Но потом, когда достигли паритета и обеспечили мир, что-то пошло не так. Из этих наблюдений авторы выводят простую мысль, что плановая экономика нужна в экстремальных условиях, а в обычных не нужна. Мысль эта покоится на молчаливом предположении, что сама плановая экономика все годы советской власти была более или менее одинакова, а менялись внешние условия, задачи, которые она должна была решать. Аргументация эта идет еще со времен перестройки. Например, заместитель главного редактора журнала «Коммунист» Отто Лацис в 1989 году писал: «Мы абсолютизировали не столбовой, а чрезвычайный путь развития, навязанный в значительной степени объективными условиями, законсервированный вследствие сталинских деформаций вариант экономики, наиболее приспособленный для военного времени. Наша индустрия смогла дать вооружение и больше, и лучше, обеспечив в итоге победу советского народа. Отблески этого чуда ослепляли нас долгие десятилетия. В результате экстенсивные командно-административные методы хозяйствования прочно укоренились в стране. Производство ради производства – вот что было положено в основу экономической стратегии предыдущих лет». Что именно в якобы неизменной со времен войны экономике не соответствовало времени? Еще в 1985 году группа сотрудников в НИИСИ, Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований, включающая, например, будущего премьер-министра Егора Тимуровича Гайдара, подготовила доклад к разработке концепции совершенствования хозяйственного механизма. В этом докладе утверждалось, что плановая система нуждается в реформе из-за следующих пороков. Концентрация ресурсов на важнейших направлениях требовала детальной регламентации хозяйственной деятельности предприятий. Но теперь эта регламентация приводит к несбалансированным планам, так как они не могут учесть постоянного изменения хозяйственной обстановки. Или план менять нельзя, и тогда он отстает от жизни, или план менять можно, и тогда этим занимаются когда надо и когда не надо. То есть план утрачивает свою мобилизующую функцию. Дисбалансы усиливаются привязкой к планам системы материального стимулирования. Гораздо проще получить вознаграждение, добившись легкого плана, чем честно выполняя напряженный. Поэтому все экономические агенты стараются обосновать именно легкий план, намеренно скрывая резервы. Ненадежность централизованного материально-технического снабжения приводит к тому, что предприятия затариваются всем подряд про запас, отращивают себе непрофильные ремонтные и вспомогательные цеха по принципу «все свое ношу с собой». Накопление ресурсов про запас оказывается возможным благодаря нежесткости финансовой системы. Проще говоря, предприятиям дают кредиты и бюджетные средства и списывают убытки. Итак, дисбалансы в плане приводят к срывам в снабжении предприятий. Предприятия защищаются от них затовариванием про запас, усиливая дефицит, а также стараются выбить себе план попроще, чтобы его можно было потом выполнить, даже если что-то пойдет не так. Это ведет к излишней осмотрительности и консерватизму, которые тормозят технический прогресс и экономический рост. Плановики не могут от такого защититься, так как все, что они знают о реальности, это информация, полученная от самих предприятий, а предприятиям выгодно информацию искажать. Авторы доклада писали: С одной стороны, раскрытие резервов дестимулируется их немедленным переводом в базу последующих плановых проектировок, а с другой, незнание резервов резко ограничивает способность планового органа гибко и маневренно распоряжаться имеющимся производственным аппаратом. Уже тогда они полемизировали с популярной и ныне идеей АГАС, указывая, что компьютеры в лучшем случае помогут выявлять зафиксированные в отчетности резервы,
А главными-то являются резервы другого рода, когда работник знает, как работать лучше, но не делает этого, так как понимает, что ничем хорошим для него это не закончится. Тут можно вспомнить ироничную песню Высоцкого про стахановца, которого товарищи не стали откапывать из-под завала, так как он своим перевыполнением норм только мешал всем жить. Спустили штрек и бывший зэк, большого риска человек. Сказал, беда для нас, для всех одна. Вот раскопаем, он опять начнет 3 нормы выполнять, начнет стране угля давать и нам хана. Вот раскопаем, он опять начнет 3 нормы выполнять, начнет стране угля давать и нам хана. Старая, неизменная с 30-х годов система управления не работает, так как плановики не знают возможностей предприятий, а предприятия эти возможности скрывают, опасаясь получить неадекватное задание. Экономических стимулов работать лучше у предприятий нет. Ты молодец, если выполнишь план, а не если выложишься по полной. И ты вдвойне молодец, если убедишь назначить тебе план, который легко выполнить. Но почему же эта костная, неэффективная экономика работала в войну? Авторы доклада кивают на усложнение структуры экономики. Раньше был ограниченный набор технологий, простая структура отраслей, простая структура потребностей населения, да к тому же избыток трудоспособного населения. Вот плановики и справлялись, понимали, когда их обманывают. А теперь все стало таким разнообразным, что понимания у плановиков не хватает. Но так ли проста была экономика 40-х годов? И если предприятия все время стремятся обмануть плановиков, то чем недостоверная информация в 40-е годы лучше недостоверной информации в 80-е? Схема управления советской экономикой, конечно, не была неизменной. И многие ее особенности, действовавшие в 30-е и 40-е годы, к 80-м были не только отменены, но и забыты. К сожалению, такая участь постигла и Институт уполномоченных Госплана СССР, который существовал с 1938 по 1949 год. Сама идея уполномоченных Госплана неразрывно связана с Николаем Алексеевичем Вознесенским, который в конце 1937 года был назначен заместителем председателя, а фактически председателем Госплана. Прежнего председателя Валерия Ивановича Межлаука арестовали. Вознесенский до назначения в Госплан успел несколько лет проработать в контрольных органах. Госплан и в предвоенные годы был тем органом, где сталкивались ведомственные и местнические тенденции. В этом смысле и в 30-е, и в 80-е положение принципиально не изменилось. Уполномоченный Госплана по Уралу Быков позже писал: определяя плановые задания, распределяя материальные, финансовые и трудовые ресурсы, Госплан сталкивался со многими противоречивыми тенденциями, необоснованными требованиями хозяйственных органов и не только на стадии разработки планов, но и в ходе их реализации. Бороться с этим злом Вознесенский начал немедленно, путем усиления проверки выполнения планов. Он обязал начальников отделов ежемесячно предоставлять записки с анализом выполнения плана и предложениями по улучшению работы отстающих отраслей. Также он завел порядок, по которому из 30-40 вопросов, ежеквартально обсуждавшихся на заседаниях Госплана, обычно не менее половины приходились на те, что были связаны с проверкой выполнения поручений вышестоящих органов. Как писал заведующий секретариатом Вознесенского Колотов, эти меры Вознесенский счел недостаточными. По его мнению, недоставало проверки выполнения государственного плана по экономическим районам страны. Госплан СССР не имел на местах никаких органов, на которые он мог бы опираться в своей работе по составлению народно-хозяйственного плана и проверке его выполнения. Этими органами Госплана на местах и стали уполномоченные Госплана со своим аппаратом. Как развивался институт уполномоченных и чем он был полезен, смотрите в следующей части.